Я приветствую всех зрителей моего канала по поездам. Вот и закончилась моя поездка в Монголию. Я там пробыл 25 дней с 19 апреля по 14 мая 2023 года. 14 мая я уехал на монгольском поезде из Улан-Батора в Иркутск. Сейчас вы можете видеть отправление поезда с вокзала в тот день. Было много провожающих, потому что было также много и уезжающих в Россию, особенно монголов. До этого я снимал. Было не так много людей, но в связи с началом туристического и летнего сезона пассажиров стало гораздо больше. Также была большая группа китайских туристов. Билет я хотел изначально брать в шестом, последнем вагоне, чтобы поснимать из тамбура, но это, к сожалению, не получилось, потому что шестой вагон был полностью раскуплен. Но я взял билет во второй вагон. Купе было возле туалета, потому что я надеялся, что я там буду один, и никто мне не помешает. Но один я там не оказался. Позже расскажу, кто ехал со мной. В целом я доволен своей поездкой в Монголию. Это были 25 продуктивных дней, во время которых я снимал видео для этого Дзен-канала, для своего YouTube-канала. И есть у меня еще канал на немецком языке, где я рассказываю о жизни в Сибири на немецком языке для тех, кто его понимает. Поэтому в целом я доволен. Но я не прощаюсь с этой страной. Не исключено, что получится еще туда съездить этим летом, ближе к концу, может в конце июля, в августе. Примерно в этих числах, потому что я был, можно сказать, в конце весны, было еще прохладно, не так тепло, а вот конец июля-август оптимально, я бы даже сказал, будет еще тепло, не так душно, возможно, поэтому поеду еще, может быть, не на поезде, а как-то подешевле, потому что билет стоил 13 тысяч рублей из Иркутска в Улан-Батор в конце апреля, а вот обратно я заплатил 6500 рублей. Вот такая разница получается почти в 2 раза. Монгольские железные дороги берут чуть дешевле, поэтому обратно выгодно ездить на монгольском поезде. И не только на монгольском. Цена в поезд РЖД, которых вот стало с 1 мая 2 штуки в неделю, плюс один монгольский, такая же. То есть, что на монгольский, что на РЖД, цена была бы 6500. Но ехать в Монголию лучше, конечно, как-то подешевле, если есть возможность. Например, с Улан-Удэ можно за 3000 на автобусе, либо в качестве попутчика на машине с кем-либо. Очень много людей берут попутчиков также за 3000. Но ехать 12 часов в автобусе не каждый сможет это выдержать. Но зато можно хорошо сэкономить. Вместо 13 тысяч заплатить всего 3000 на автобусе. А сэкономленные деньги можно хорошо потратить в Улан-Баторе, купить подарки, сувениры, вкусно покушать корейской, японской, монгольской кухни. Так что деньги в Улан-Баторе есть на что тратить. Как я уже сказал, что в купе я оказался не один. Со мной в купе попал иностранный турист. Это был молодой парень, 19 лет. Он из Италии. Север Италии, регион называется Южный Тироль, на границе с Австрией. Но там родной язык у него немецкий. А так как я знаю немецкий язык, то мы с ним на немецком говорили. И он много рассказал про свою жизнь. Для меня это была очень хорошая языковая практика, я в целом доволен. В этом видео вы можете видеть, как поезд покидает Улан-Батор, окраины города, застройку города. К сожалению, вид такой сероватый, я бы сказал, зелени пока еще не было. Но летом, в принципе, трава будет зеленой и будет поинтереснее. Будет еще одно видео послезавтра. В нем вы сможете увидеть бескрайние монгольские степи, которые я снял из окна вагона. И все, пока с монгольскими видео будет пауза до следующей поездки. Потом я буду снимать поезда также в Иркутске, на Байкал постараюсь почаще ездить, в Слюдянку в частности. У меня есть в Монголии друзья, я с ними поговорил, и, возможно, они мне будут иногда присылать монгольские видео с поездами, но это будет очень редко, время от времени. Это будут не мои видео, а те, которые мне пришлют мои друзья, так что вы это сразу заметите. Как я узнал, в советское время в Монголии проживало около 100 тысяч советских специалистов, поэтому у многих людей есть какая-то связь с Монголией, с Улан-Батором. Я это также понял по комментариям. Кто-то служил там в армии, поэтому у людей есть еще связь с этой страной, какие-то воспоминания.
Сейчас, как я вот слышал, в Монголии зарегистрировано где-то 2500 россиян, то есть гораздо-гораздо меньше. Люди туда-сюда катаются, у кого-то там родственники живут, кто-то работает, в частности РЖД, владеет 50% монгольской железной дороги. Так что много там сотрудников разных компаний живет из России. Если у вас есть желание посмотреть эту страну, то рекомендую летние месяцы с июня по конец августа. Это самое оптимальное время, будет тепло, будет много туристов, можно будет с кем-то познакомиться. Потом уже в сентябре начинается похолодание. А зимние месяцы я бы вообще не рекомендовал туда ездить, будет холодно. Воздух будет не очень чистый, мягко говоря, из-за того, что юрты вокруг города начинают топить печки непонятно чем. Так что, особенно если вы интересуетесь железной дорогой, как я понимаю, можно прокатиться на поезде до города Сайншант или до границы с Китаем, город называется Замын-Уд. Можно также прокатиться до Эрденета. Это надо сначала доехать до Дархана в сторону России, там 6 часов ехать на север, и там идет своротка до Эрденета. На моем канале уже есть одно видео поезда, который туда идет. Я снял его на вокзале Улан-Батора. Можете посмотреть. На моем канале есть подборки с тематическими видео. То есть это как плейлисты на YouTube. И в плейлисте Монголия находятся все мои видео и фото, которые я сделал во время этого пребывания в Улан-Баторе. К сожалению, на природу съездить не получилось. Все время находился в городе. Мне нужно было снимать видео, делать репортажи. Так что в следующий раз, если летом поеду, то поеду обязательно на природу, чтобы переночевать в юрте, послушать тишину степи, посмотреть на звездное небо, что и вам рекомендую при возможности. Так что спасибо, что смотрите мои видео. Если вам что-то понравилось, ставьте, пожалуйста, лайки, комментируйте. Это полезно для продвижения моего канала. И, возможно, у вас есть друзья и знакомые, которым это также может быть интересно. Буду благодарен, если будете делиться ссылками на мои видео со своими друзьями и родственниками. Так что подписывайтесь, если вам интересна тематика железной дороги, если вы еще не подписались. Скоро будут новые видео с Иркутска, со Слюдянки. Все только начинается. Желаю вам всего хорошего, провести это лето интересно. Скоро снова увидимся. До связи. Пока. Еще молода и духом сильна, ни на кого не похожа она. Через пустыню к сердцу страны железной дороги маршруты важны. Железной дороги маршруты важны. Рядом бегущий табун лошадей. Ветер такой ты не встретишь нигде. Солнечно и прохладно немного. Улан-Баторская железная дорога. Улан-Баторская железная дорога. Время по стук колес. Расстояние это не вопрос. Россия, Монголия, дружный коллектив. И сплоченнее нас не найти. Специалисты в России, в этом наша сила. Работу верим, делаем красиво. И придется когда-то вернуться домой. Но Монголия на душе оставит след свой. Монголия оставит след свой. Монголия оставит след свой. Везем пассажиров и грузы везем. Знаем, коллеги, что нам повезет. Тепловоз впереди на удачу гудит. Команда с России, и мы впереди. Юрта согреет монгольским теплом. Как местный верблюд мы идем напролом. Дорогу Монголии многое ждет. Железная слава только вперед. Железная слава только вперед. Время по стук колес. Расстояние это не вопрос. Россия, Монголия, дружный коллектив. И сплоченнее нас не найти. Специалисты в России, в этом наша сила.